чего там делаем? Мы пытаемся каким-то образом договориться вот в преддверии санкций. Это же в самом деле такой последний предсанкционный саммит, последняя возможность поговорить. Мы говорим, американцы убегают. Оль, а вы это у Никиты хотите спросить? Да, потому что Я думаю, что Сергей Сергеевич гораздо более компетентен в этом вопросе, потому что Никита действует от противного. Мы хотим разные мнения услышать. Как оппозиционера. На самом деле, сказать, делать там нам нечего, мы там ходим, унижаемся, не надо там быть. То есть в этом смысле Я понятно... Свобода давайте слова, послушаем, может, он Сергей Владимирович, передумал. Конечно, Нет, ну просто плюрализм давайте мнений. слово экспертам. Может, Обязательно. ваши 10 минут меня сейчас переубедили пламенно, и поэтому мне стало гораздо легче. Что происходит? Действительно, мы пытаемся договориться. Вот мы часто говорим о бойкоте. Стоит ли применять бойкот, допустим, в отношении Олимпиады? Или стоит ли применять бойкот по отношению к международным форумам, к Большой Двадцатке, к ООН, да, где с нами разговаривают не самым корректным образом? По большому счету, бойкот применен Какой по бойкот отношению... мы можем применить к ООН, если мы члены Совета Безопасности? Значит, Мы создавали ООН. Какой с бойкот нами ООН? особо тоже не разговаривают. Американцы 20-й. ставят вопрос, дайте, пожалуйста, продолжить. Американцы ставят вопрос о переформатировании ООН, об отмене права вето в том виде, в котором существует, и вообще вопросы международной безопасности, которые были сложены после Ялтинско-Потсдамской конференции, то есть фактически конференции того мира. Я продолжу, пожалуйста. Пожалуйста. Так вот, я хочу сказать, бойкот применен к нам, друзья мои. Вот сегодня, допустим, по Олимпиаде информация о том, что 17 пунктов, которые должны соответствовать наши спортсмены, еще сейчас будут каждый день вычеркивать каждого. А мы все говорим, должны ли мы применить этот бойкот? Отношение Давоса. Мы едем туда, пытаемся договориться. Никита Олегович, при всем уважении, все, что касается бойкота, например, вчера уже, наверное, окончательно сформулировал Понятно. Песков, это слово мы не используем, это то, чего они Хорошо. от нас добиваются, ожидают. Конечно, Хорошо. мы поедем Общение. на Олимпиаду. Вот мы всё в навязываем порядке. сейчас на это общение, едем туда с какой-то делегацией, везем Грефа, Костина, который называет себя политиком и не называет себя олигархом. Они глава бизнесмены, они делегации. сделки там заключают. Да какие сделки? В тот момент, когда сейчас готовится санкционный список, они едут туда, чтобы свое имущество, личное имущество, потому что, управляя государственными корпорациями, они управляют фактически своими деньгами. Они пытаются защитить свое личное имущество. Что делают Соединенные Штаты Америки? Что делает Порошенко, который работает в их интересах? Мы же сейчас об этом говорим, да? Ведь мы же украинцы не бегут в русский дом и не спрашивают Дворковича о чем-то, а мы вот забегаем, пытаемся что-то, значит, выудить в этом мебельном магазине. Происходит, о чем я говорю, удушение России. И мы туда не сейчас. забегаем. Сейчас идет удушение России. Вот что происходит. При этом сама Россия, к сожалению, у себя демонстрирует катастрофические экономические показатели по окончанию прошлого года. Даже несмотря на то, что в прошлом году нефть выросла на 26%. Вы говорите Украина. Что вы пеняете на Порошенко? Уолкер, который вчера дал интервью, значит, Блумбергу, по-моему, да? Сказал, что санкции не работают. Экономические показатели, Дочь это Вели. в вашей трактовке, потому Я что вы хочу просто сказать, не верите Орешкину. Уолкер, Вот такая у вас значит, позиция. Соединенные Штаты Америки признали закон, который был принят, закон о войне, да? Признали закон о войне. Американцы. Американцы поставляют туда вооружение. Американцы готовят новый пакет санкций. А мы все бежим и просим их об этом. А мы все бежим и в ответ на флаги мы отменяем парковки им. А мы все пытаемся с ними договориться, встретиться во Вьетнаме, где-то там на Филиппинах. В смысле, И с нами ракетный не ядерный разговаривают. удар вы к чему призываете? Я говорю о следующем. Нам нужно определиться в международной повестке. Вот если Сергей Забором Сергеевич сейчас обнестись и никуда не начнет ездить. говорить об этом, ведь правильно мы говорим. Либо протекционизм, с одной стороны, либо глобалистическая модель. Вы за протекционизм или за глобалистическую модель? Почему вы не выходите из ВТО? Почему вы не ставите вопрос по этому поводу? В тот момент, когда нас обложили различными санкциями, которые уже не работают в ВТО. Как только нервничаете, руку опять... Я положу вторую руку в тот момент, если вам так это нравится, Сергей. Никита Олегович, из ВТО мы не выходим, потому что нам присутствие в ВТО выгодно. Поэтому мы оттуда не выходим. Как только оно станет нам невыгодно, мы оттуда выйдем. Простые прописные истины. Простите, что приходится вот вам... Ограничительных правил было 76 в момент вступления в ВТО. Сейчас 136. Нам сейчас по свинине $1,5 миллиарда ежегодно штрафы. Только по свинине сейчас ВТО будет вносить. В тот же момент под санкционной страной мы говорим, да, вот вы говорите, Израиль и Египет нам картошку поставляют. Санкции там не вводили. А Франция, которая вводила против нас санкции и которая сейчас размазывает нас там по столу и разговаривает с Порошенко о Киевской Руси. Франция нам поставляет эту картошку, несмотря на то, что там
там существует Франция санкции. поставляет картошку Франция поставляет в ограниченном Российской Федерации количестве в те картошку. магазины, в которые Итак, ходите когда вы и Россия еще определится- 0,5% российского населения. Итак, когда Никита Россия... Олегович, вот. Сейчас, когда Россия... Я закончу. Никитину потребительскую корзину. Он питается французской картошкой. Я закончу, он привык пожалуйста. к этому, он Всё, хочет продолжать. Никита Олегович, питаться. 10 секунд. Всё, ну, 10 бред секунд, какой. пожалуйста. 10. Когда Россия определится, с кем она в этом мире, Вашингтон, Берлин или Пекин, в этот момент там будут хоть какие-то разговоры. До этого момента бойкот нам объявлен. Хотя Я Схватили слова. не очень понимаю уважаемого мной Никиту Олеговича. Я, правда, очень сильно уважаю этого молодого человека. Он действительно умный человек. Но то, что он сейчас произнес, для меня, может быть, человека, не имеющего экономического образования, непонятно. Может быть, кто-то там и понял. То есть вы не едите французскую картошку, как Никита Олегович, судя по Я- всему. Французскую булку. Да. Какая? Я ем белорусскую бульбу, и она вельми добрая. И как представительство есть, оно участвует, и они работают. А президент наш в это время занимается... Предвыборной кампании. Нет, он не участвует в предвыборной кампании. А что сегодня? Уфа, Значит, Казань? Никита Олегович, президент не участвует в предвыборной кампании, чтобы ты понимал. Он занимается страной и экономикой. Он не Сегодня избирается? смотрит за оборонно-промышленным сектором, участвует там, абсолютно четко определил и зарегистрированный сказал. кандидат. Никита Олегович определил и Господи, сказал, в предвыборная 25 кампания официально году, начнется 17 числа. Ну что вы тоже начинаете? У вас в 25 году Значит, виноваты не вы, и, соответственно, это прекрасно, что, занимаясь международными делами, вы Фонд национального благосостояния уже зачислили в бюджет. Это потрясающе, потому что это новые экономические... Не придирайтесь. Нет, это серьезно. придирайтесь. Это принципиально важно, потому что... таким образом вы меняете вот дайте статистику. сказать коллеге. Сверх 40. Если бы шел Абсолютно. бюджет, то зависимость от нефти и газа была бы 80%. Конечно. А вы рисуете 35%. Послушайте, Потому что вы из ФНБ Никита Олегович, управляете. не путайте наших зрителей. Все, что выше 40, идет в резервы. Ну Еще- чего вы? Нет, Вот. подождите. Бюджет — это одна история. Фонд национального благосостояния, напомню, что у нас был резервный фонд, который успешно просандалили. Нет.